Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами своим новым рецептом чечевично-гречневых оладьев-пирожков. Они станут вашими любимыми. После блинчиков и зеленой гречки, конечно. Гарантирую. Из этого теста получаются универсальные оладьи. Можно готовить их с любой нежидкой начинкой, как соленой, так и сладкой. Итак, начнем. Зеленую гречку и красную чечевицу замачиваю на ночь, промываю и откидываю на сито. Погружаю в чашу блендера. Удобно также использовать ручной блендер. Добавляю воду, соль и подсластитель. У меня это сироп топинамбура. И измельчаю до получения однородной текстуры. Количество ингредиентов, как всегда, вы найдете под видео. Получившееся тесто переливаю в глубокую чашу. Добавляю ложку растительного масла. У меня это кокосовое. И добавляю соду, гашеную яблочным уксусом или лимонным соком. Все тщательно перемешиваю. Я для примера покажу начинку из картофеля. У меня это размятый отваренный картофель с зеленью. На предварительно хорошо разогретую сковороду выкладываю столовую ложку теста, укладываю чайную ложку картофельной начинки и сверху прикрываю начинку небольшим количеством теста. Благодаря тому, что это тесто универсально, можно подбирать как соленую, так и сладкую начинку. Это может быть тушеная капуста, либо яблоки, может быть соленый тофу, может быть это сыр, веганский сыр. Можно даже положить дольку черного шоколада, к примеру, и получится жидкая шоколадная начинка. Накрываю крышкой, чтобы тесто быстрее схватилось. Обжариваю, как обычные оладьи, с обеих сторон. Можно приготовить просто оладьи без начинки и подать с каким-либо сладким соусом. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось полезным. Если так, обязательно ставьте реакции под видео и делитесь им с друзьями. Подписывайтесь на мой инстаграм и присылайте ваши фотоотчеты. Ваша обратная связь очень важна. До новых встреч в следующем видео. Пока-пока!